Это действительно очень здорово. Мы рады вас видеть. Это невероятно. И на самом деле, я вам раскрою тайну, что среди всех участников, которые здесь вы видите на экране, есть тот самый человек, которого мы прямо сейчас хотим предоставить слово. Где же он? Где же он? Где же он? Так. А вы узнаете знакомые лица, может быть? Да? Вы узнаете? Дамы и господа, я хотел бы поприветствовать здесь, у нас в Москве, в прямом эфире, исполнительного координатора запуска компании в Австралии и Новой Зеландии, Джеймс Йейтс, Австралия. Давайте поаплодируем, друзья. Громче, громче, громче! Он находится в прямом эфире. Good afternoon, all of my APL Go family. James Yates here. It's such a pleasure and a privilege to be with you, streaming all the way from the Sunshine Coast of Australia. Добрый день, мои дорогие друзья. Меня зовут Джеймс Йейтс, и я с огромной радостью общаюсь с вами, будучи сейчас в Австралии, на солнечном побережье. It is 11 p.m. at night here, and I feel your energy coming through the internet to keep me awake. Хотя здесь уже 11 ночи, все равно я чувствую вашу невероятную энергию, и она мне не дает уснуть. I'm really excited to spend some time with you today to share some experience that has helped me and many other people around the world get from where they are now to where they want to be. И я бы хотел поделиться сегодня с вами своим опытом, как я оказался там, где оказался, и какой был мой путь. But I want to take you right back a step because it hasn't always been easy. Но я бы хотел сказать вам, что не всегда мне было просто. You see, all good things take time. Потому что для всего хорошего требуется время. Most people see the glory, but they don't necessarily always see the story. Потому что большинство людей всегда видят только победу. Они не знают, что этому предшествовало. After a 20-year career in this profession, I always love to share this first point. И уже 20 лет я в сетевом бизнесе. И я бы хотела рассказать о том, каким был мой путь. It took me more than 6 months in network marketing before I enrolled my first person. Мне потребовалось 6 месяцев, прежде чем я подписал первого человека. It took me more than 5 years until I made any money. И потребовалось мне 5 месяцев, прежде чем я заработал свои первые деньги. Over 1,000 people in those 5 years told me it wouldn't work. И тысячи людей за эти 5 месяцев говорили мне, ничего не получится. No one took me seriously. No one wanted my product. And hardly anyone wanted to join my business. За эти 5 лет мне никто не верил. Никто не верил в мой продукт. Никто не воспринимал меня серьезно. Никто не хотел ничего покупать. И никто не хотел присоединяться ко мне. I started to create some more success. И только на 6-й год у меня появились какие-то успехи. But again, no one saw the 5 years in the making. Но никто не знает, что было все эти 5 лет. And the reason that I share this story is because I wanted to quit more than 10 times in those first 5 years. И за эти первые 5 лет я раз 10 хотел все бросить. How many of you have sometimes faced yourself in the mirror and said, you know what, I'm not so sure I can do this? Кто из вас смотрел на себя в зеркале и говорил, я думаю, что я дальше не смогу? How many of you have looked at yourself and said, you know what, I want to be able to make this happen, but I'm not sure if I have the skills? Кто из вас говорил, я хочу добиться успеха, но я не уверен, что у меня получится, у меня нет навыков для этого? I love sharing this because we've all gone through it at some stage. Я люблю делиться своей историей, потому что мы все были на этом этапе в один или другой момент нашей жизни. However, the reason that I'm standing here today and you're all in the room today is because we never have allowed our greatest of challenges to be greater than our dreams.
Но почему мы все здесь сегодня находимся? Я перед вами, вы сидите здесь в зале. Потому что даже эти сложности, они все равно были не больше, чем те огромные мечты, которыми нами двигают. My motto has always been to never quit on a bad day. Меня мама всегда учила никогда не сдаваться. And remember that if you are willing to put the time in and to do your apprenticeship, the rewards on the other side of that are extraordinary in this profession. И помните, что если вы достаточно усердно будете учиться, будете работать, то итог будет великолепный. Вас ждет успех. For 20 years, I've worked with elite athletes, home-based business professionals, and specifically network marketers to be able to take their lives from good to great. Я работал 20 лет со спортсменами, с сетевиками, с людьми из разных сфер для того, чтобы их жизнь вышла на новый уровень. There is nothing that I teach that I haven't experienced myself. Я не учу ничему такому, что я в жизни не испытал сам. And sometimes we get these amazing accolades as we go through our journey. И на нашем пути нас ждет многое. But it's the lifestyle and the freedom that means the most. Нас ждет многое, много сложностей, но образ жизни и тот позитив – это важно. Like Tina and Kelly mentioned, I met my partner Chantel through this profession also. Как и в случае с Тиной и Келли, я тоже встретил свою супругу в сетевом бизнесе. And in that partnership, collectively together, we've been able to travel more than 100 flights a year all over the world. И мы вместе в партнерстве с ней столько путешествовали. У нас более 100 перелетов в год. And on top of that, there have been these accolades that have come along every now and then, such as being recognized for making an impact. И также были и моменты, когда меня признавали за мою работу. But when I see these kind of accolades, such as the one on your screen, being an Ambassador Hall of Fame for the whole profession, Как вы видите, здесь признание Business for Home. Я здесь как амбассадор. I remember my first 5 years. И когда в такие моменты я смотрю на себя, я вспоминаю, какими были мои первые 5 лет. Because if we focus on keeping the vision strong, our purpose drives our productivity. Потому что если у нас будет четкое видение, то когда мы видим эту цель, и наш путь будет легче. Today I'm here to have a very real conversation, however. Но сегодня я хочу с вами поговорить на чистоту. I had a year in 2011 where everything changed dramatically. 2011 год для меня стал переломным. У меня поменялось все. For the first 10 years of my career, I hustled to the top and went after the money. Первые 10 лет своей карьеры я работал над тем, чтобы заработать как можно больше денег. However, I did it at the jeopardy of everything most important to me. Но этим самым я рисковал самыми важными вещами в жизни. My health suffered. Я рисковал своим здоровьем, и страдало мое здоровье. My relationships suffered. Мои взаимоотношения. And my zest for life, my happiness and fulfillment just wasn't there. И у меня не было этой жизненной энергии. In 2011, I hit burnout И в 2011 году я понял, что я выгорел. because I didn't understand the most important component of building a human-based business. Потому что я не понимал, какой самый основной момент в построении бизнеса, который основан на человеческих отношениях. And that is, we need to look after us throughout the journey. И основной принцип заключается в том, что нужно заботиться о себе. As they say, when you get on a plane, when the oxygen mask drops, put it on you first before trying to help everyone else. Это то же самое, когда вы садитесь в самолет. Вам говорят, вначале наденьте маску на себя, а затем на того, кто рядом. In the same year, we were told that we may never be able to have kids. В 2011 году нам сказали, что, возможно, мы никогда не сможем иметь детей. My biggest dream for building a network marketing career was so I could be a stay-at-home dad.
А для меня самая основная задача в сетевом бизнесе была в том, что, возможно, я смогу быть дома и смогу ухаживать за своим ребенком, и смогу совмещать это с работой. But after this reality check, I realized that if I was able to find a system to take care of me at the same time as building my business, then I was able to basically master the key elements to sustainable success. И я понял, что для устойчивого успеха я сейчас нашел все ингредиенты. То есть я могу заниматься и здоровьем, и беречь себя, и в то же время я могу строить сетевой бизнес и зарабатывать. This photo was taken on the beach with my son last week. Эта фотография на прошлой неделе я со своим сыном на пляже. You know, when we look after ourselves, magic sometimes happens. И знаете, когда мы следим за собой, когда мы бережем свое здоровье, происходит что-то невероятное. So as we talk today and as you leave this weekend, remember that our personal performance is as important, or if not greater than our business performance. И после этого мероприятия я надеюсь, что вы не забудете, что наша личная реализация, она так же важна, как и наша профессиональная реализация. So what's the biggest observation I've seen in network marketing in over the last 20 years? Итак, мое самое главное наблюдение в мире сетевого маркетинга за последние 20 лет It's that success is not linear. заключается в том, что успех не линейный, It is multi-dimensional. он многогранный. What we eat, how we move, when we breathe, all directly impact our performance in business. Что мы едим, как мы двигаемся, что мы делаем, все это влияет на нашу работу и на наш бизнес. APL Go represents this concept. APL как раз воплощает весь этот концепт. We have products and solutions that are able to impact the health component. We have an opportunity that's able to impact the income component. У нас есть эти продукты, которые помогают воплотить и элемент здоровья, и элемент заботы о себе, и элемент бизнеса. But don't ever allow the reason you got started to be the reason that you derail living in the now. И помните, что причина, по которой вы присоединились к компании, это то, что будет вами двигать. If you're doing this for your kids, remain present with them throughout the journey. И если вы сделаете это ради своих детей, то не забывайте о своих детях по мере этого путешествия. If you're doing it so you have more time to live your passions, continue to live your passions throughout the journey. Если вы занимаетесь этим бизнесом, чтобы было больше времени на то, что вам нравится, на ваши хобби, не забывайте о ваших хобби во время этого путешествия. And today I'm going to talk about 3 principles that are very important focuses to help you with sustainable performance. И сегодня я поговорю о 3 основных принципах, которые важны для устойчивой работы и показателей. Now I can hear a little bit of the feed from the crowd. So how about give me some noise? How many of you are excited to be here? Ребята, я хочу почувствовать вас, услышать вас. Пошумите немножко. Great. Very, very good to hear everyone. Okay, so let's dive into this next component here. I would love to share with you one lesson that made a profound impact in my career. Здорово, спасибо вам. А теперь я бы хотел поделиться уроком, который на меня произвел огромное впечатление. And that is the fact that we all go on different journeys here in order to be able to learn and apply new pieces of information. Итак, мы все находимся в пути. Мы все учимся по мере нашей жизни. Some of you may have gained some form of information from this weekend that you will go and apply into your life or your business as of tomorrow. И кто-то из вас, возможно, приобрел какие-то навыки на этом двухдневном мероприятии, которые вы примените в своей жизни потом. Some of you may have decided after watching today that it was time to give ourselves a little bit more energy back. Возможно, кто-то после этого мероприятия решит, что нужно потратить какое-то время на себя и восстановить свою энергию. But I want to talk about this key learning principle called the competency graph. Но есть один ключевой принцип – компетенция, график компетенции. And what I would love to share with you is the fact that when we first get started with any form of new event information or experience,
Итак, когда мы начинаем что-то новое, или когда у нас появляется в жизни какой-то новый опыт, our motivation is often very high, but our skills are low. у нас обычно очень высокий уровень мотивации, но уровень наших навыков обычно очень низкий. On this graph, you see motivation levels on the left, and you see time on the bottom axis. Здесь на графике слева у нас мотивация, а внизу по горизонтали наше время. I remember my first day in network marketing. Я никогда не забуду первый день в сетевом маркетинге. I called up my mum's best friend, and I gave her a 30-minute presentation before she even had a chance to get a word in. Я позвонил подруге своей мамы и в течение 30 минут рассказывал ей о продукте, не дав вставить ей ни слова. I was so motivated, I was so excited, yet I had no idea how to share this information. У меня было вообще столько запала, столько энергии, но я не знал, как это делать. How many of you can relate to that? Скажите, кому это знакомо? So this first phase that we all go through is the unconsciously incompetent stage. Итак, этот первый этап – это так называемая несознательная некомпетенция. In English we call it ignorance on fire. Как мы это говорим, незнание творит незнание. And the concept here is that we don't know what we don't know. И концепт заключается в том, что мы действительно не знаем того, чего мы не знаем. But once we realize we don't know something, our motivation starts to drop. И когда мы понимаем, что мы что-то не знаем, наша мотивация идет на спад. And in that second phase, we become consciously incompetent. И уже в этой второй фазе мы сознательно становимся некомпетентными. Most people will quit your APL Go business when they get to this point. И большинство людей уйдут из бизнеса именно в этой второй фазе. Because they think it's going to be easy. Потому что они думали, что будет просто. And whilst it's simple, we know that human-to-human interaction sometimes is not easy. И хотя все просто, но мы знаем, что общение межчеловечное, оно не всегда такое простое. Now, as a leader, our mindset needs to be, how do we manage the risk of this dropping too low? И нам, будучи лидерами, нужно знать, как управлять этим падением и как его предупредить. And the key for me is that awareness is key to transformational change. Здесь осознанность является ключевым элементом в том, чтобы сознательно поменять ситуацию. If somebody knows that they're going to possibly hit a low at some point, the low will actually be minimized. И если вы понимаете, отдаете себе отчет, что вы так или иначе выйдете на этот нижний путь, вы можете хотя бы ситуацию снивелировать. So for 15 years, I showed this graph on day one to anyone that got started working with me. И вот 15 лет, пока я работал, я всем в первый же день показывал этот график. Then what we start to see in phase 3 is that motivation starts to grow because we become conscious of what we know. А затем, как мы видим, на третьей фазе мы уже сознательно становимся компетентными, понимаем, что происходит, и график у нас растет. Let me go back a step and imagine now that this was a health program starting on the 1st of January. Представим себе, что это проект по здоровью, который мы начинаем с 1 января. You might join the gym, you're motivated. Например, вы решаете, что вы запишетесь в спортзал, и вы очень замотивированы. And then you become aware that it's a little bit harder getting up at 5 a.m. than we first thought. А потом вы понимаете, что каждый день вставать в 5 утра – это уж слишком. So at that point, most people leave the gym. И в этот момент как раз многие люди уже и не доходят второй раз до спортзала. So again, this can be applied to multiple different areas of life. And the final piece of this graph is the fact that we become unconsciously competent. We become aware at a subconscious level of what's going on. Поэтому этот график очень применим к разным сферам жизни. Но важна его еще и четвертая фаза. Это когда мы уже несознательно компетентны. This is like driving a car. You don't remember every time you put it into gear or put your foot on the brake because you have done it on autopilot for so long. Это можно сравнить с вождением автомобиля. Этот навык настолько уже входит вам в кровь, что вы не осознаете, когда вы тормозите или когда вы нажимаете ногой на газ. Это уже подсознательно.
So throughout my career, most people's first question is, well, how long is it going to take to get from phase 1 to phase 4? И за мою карьеру самый частый вопрос был, сколько нужно времени, чтобы перейти от первой фазы к четвертой. I mean, you just heard from Kelly and Tina, and there's a good chance that they're very much on the 4th phase. И как вы уже слышали от Тины и от Келли, они уже на четвертой фазе. Well, I read a book called Outliers by Malcolm Gladwell a few years ago. Я прочитал недавно книгу Outliers, And this book showed a survey of many different people that have mastered their craft in all different professions. и там речь идет о людях, которые из разных отраслей, разных направлений, которые добились успеха в своих делах. And I started putting the information that he had in this book with my own personal experience. И я стал сопоставлять то, что написано в книге, со своим личным опытом. And we both shared the information that it would take 10,000 hours to become a master to get to that 4th phase. И к чему мы пришли? К тому, что для того, чтобы стать профессионалом в любом направлении, нужно 10 тысяч часов. So 10,000 hours, if you were 40 hours a week, would be about 5 years. Поэтому как раз если брать 40 часов в неделю, то потребуется 5 лет, чтобы наработать эти 10 тысяч часов. It could be 10 years if you were part-time. Или 10 лет, если вы работаете не на полную ставку. But the key to remember is, and the power of this industry, that we get paid whilst we're going through the journey. Но плюс нашей профессии, плюс нашего направления и сетевого бизнеса в том, что нам платят за весь этот период. So now I want to do, what I want to do now is really take this information and then apply it to 3 key principles that I think can make the largest impact in our lives moving forwards. А сейчас я бы хотела рассказать о 3 главных принципах, куда мы также можем применить этот график, и это то, что меняет нашу жизнь. So previously I mentioned that success was multidimensional. Как я уже говорил, успех многогранен. Well, do you know that 86% of people wake up before they get out of bed and reach for one of these things? А вы знали статистику, что 86% людей просыпаются и сразу же берут в руки смартфон? And we reach for this thing because we're addicted to the phone. И мы берем этот смартфон в руки, потому что мы просто к нему привязаны. Now, we have a happy hormone called dopamine. Мы от него зависим, у нас вырабатывается гормон допамин. And that really loves anticipation and reward. И ему очень нравится вот это осознание, что вот-вот наступит что-то хорошее. So we anticipate there are emails and messages and people from our team trying to get in contact. И вот мы уже в предвкушении, что нам кто-то написал, имейл, сообщение, кто-то из команды. And so we reach for one of these things. И мы сразу же тянемся за смартфоном. However, when we reach for our phone first thing in the morning, what it does is it elevates our stress hormone cortisol. Но также тот факт, что мы тянемся за телефоном, способствует тому, что вырабатывается и кортизон, гормон давления, гормон нервозности. And when we're in high stress, then we become reactive to what's in front of us rather than proactive. И когда мы в состоянии стресса, то мы скорее негативно реагируем, чем проактивно на то, что происходит вокруг. So I have top leaders come to me and say, James, how do I become more successful? Ко мне подходили топовые лидеры и спрашивали: Джеймс, как мне стать более успешным? And my response is, И мой ответ был такой: I invite you to go phone free for the first 2 hours of the day. я вам предлагаю первые 2 часа после пробуждения провести без телефона. And instead, master your morning for your own self-care. И вместо этого потратить утро на заботу о себе. Number 1, move. Первое — движение. Number 2, breathe. Второе — дыхание. Number 3, intentions. Третье — намерение. MBI. MBI на английском. And the concept here is if we're moving for 20 minutes first thing in the morning, Поэтому концепт заключается в том, что если мы утром первые 20 минут двигаемся, that raises those happy hormones. наши гормоны счастья поднимаются. And so we start feeling good, but without the stress. И вот мы уже чувствуем себя гораздо лучше, и стресса меньше.
When we breathe, we ground and we take time to come into our stillness. Когда же мы дышим, мы здесь заземляемся. I invite you to be doing that for 10 minutes minimum. И я прошу вас дышать хотя бы 10 минут. And if we set our intentions with the end in mind, И если мы для себя определяем наши намерения, видим конечную цель, but saying it as if we've already done it, но говорим об этом, как будто мы этого уже достигли, then we can change our brain's pathways, our neurological pathways. мы меняем наши нейронные связи и их движения. And we can start to program our success. И вот мы уже можем программировать наш успех. For example, it might be 6 a.m., but we're saying that the intention is if it's already been done by the end of the day. Например, сейчас только 6 утра, но мы в уме себе говорим, вот я это уже сделала, сейчас полдень. So, for example, it's 7 p.m. and I've made 5 contacts for my APL Go business and I feel great. Например, можно себе представить, уже 7 вечера я позвонил или пообщался с 5 людьми, чувствую себя восхитительно. So, principle number 1 is to master your morning through 3 simple steps. MBI, move, breathe, intentions. Итак, первый принцип – это заниматься собой утром. Первое – это движение, дыхание и намерение на день. And keep in mind, this is not about trying to do hours and hours of exercise. You can do that if you already do that. И здесь не обязательно очень много делать упражнений или физически заниматься. Если у вас уже ваши физические упражнения утром занимают несколько часов, здорово. Но если нет, это не обязательно. But this becomes a system to duplicate with your team. Но это становится уже вашей привычкой, и вы дуплицируете это на свою команду. So we can choose, do we want a team of stressed out, reactive leaders, or do we want a team of high performers that are in ease and flow? Итак, здесь вы уже решаете, какую вы хотите команду иметь. Либо команду, которая в состоянии стресса, которая постоянно волнуется, либо воодушевленную команду, у которой гормоны счастья просто на высоком уровне. The second principle, which is very diverse to this first one, И второй принцип. is your network determines your net worth. Заключается в том, что ваше окружение определяет вашу стоимость. We know we're the average of the people we spend the most time with. Мы знаем, с кем мы в среднем проводим больше всего времени. In fact, we've got to be very careful of who we let into our environment. И вообще нужно очень аккуратно относиться к тому, кого мы в наше окружение приглашаем. Over my career, at one point, I was always excited just to speak to everyone and anyone. Потому что в начале своей карьеры я был рад общению в буквальном смысле со всеми. But the longer I was in the profession, the more I realized that I had to be a bit more strategic than that. Но чем дольше я работал, и с опытом я уже понял, что здесь нужен стратегический подход. And to be able to maximize this point, we need to be really clear on who we're looking for. И для этого нужно четко понимать, кого мы ищем. Do we want people that deplete our energy or elevate our energy? Кого мы хотим привлечь? Людей, которые у нас будут энергию забирать, или которые нам ее будут давать? In fact, that filter is what I've been using for many years, just in terms of making sure I'm clear on who I want to let into my life. И именно этим фильтром я и пользовался для того, чтобы понять, хочу я этих людей в свою жизнь пригласить или нет. Because the key here is that most people will join now. Потому что многие люди подпишутся сейчас. However, 6 months from now, it's the people that are connected from an energy standpoint with you, the people with the highest values, similar to you as well, that are going to be the ones that stay. Но если мы посмотрим на ситуацию через 6 месяцев, то останутся только те, которые по энергии вам близки, которые близки вам по духу. I explain this a little bit like when we go and buy a new car. Я могу привести пример, как, например, когда мы идем покупать машину. If you go to all of the dealerships, it's very difficult to decide which car you want. Если отправиться во все автосалоны, то будет очень сложно выбрать, какой же вы хотите автомобиль. But if you're clear on exactly what kind of car you want and what you want it to do, Но если вы четко знаете, какую вы хотите машину, с какими функциями,
then you find that ideal dealership that has the right car for you. Вы найдете тот идеальный автосалон, у которого будет автомобиль для вас. And when we drive that car out of the dealership and feel so proud, И тогда вы выйдете на этом автомобиле из автосалона и будете чувствовать себя замечательно. we look around the road and we start to see that exact same car being driven by a lot of other people. И вы будете чувствовать гордость. И также вы будете замечать всех тех, кто ездит на таком же автомобиле. And again, that's because our neurological pathways have been programmed to look for what we are clear on. Потому что наши нейронные связи так устроены, что мы замечаем то, что для себя мы определили как данность, то, в чем мы уверены. So the same goes with your APL Go business. Who are you going to let in? And who are you going to bring into your energy circle so it's elevated, not depleted? И то же самое с APL-бизнесом. Все будет зависеть от того, каких людей вы привлечете, какая идея у вас. Будете ли вы на высоте по энергии или наоборот внизу. And I can say, from feeling the energy all the way across to Australia here from the room today, I think a lot of you are already nailing this point. И я чувствую такую энергию невероятную от вас. Она доходит прямо сюда, до Австралии. Поэтому я думаю, что вы для себя уже определили, что вы на высоте. So we've spoken about the morning routine as a key high-performance indicator, as well as making sure that you're spending the right time with the right people. Итак, мы говорили об утренних ритуалах, и мы говорили об окружении, о том, как важно выбирать, кого вы впускаете к себе. In fact, an exercise you can do at your next break is just to identify who are the 10 people that you like and trust the most, and who are the 10 most influential people that you know. И также вы сможете, кстати, это сделать в следующем перерыве. Определить 10 людей, которые вам нравятся и которым вы доверяете, и 10 самых влиятельных людей. Keep in mind, simplicity duplicates. И помните, что простота, она дуплицируется. So if your entire team are getting up at a good time of the day, hanging out with the right people, and being clear on who their first 10 and 10 are, you're in a pretty good opportunity, well, you've got a pretty good opportunity to build a solid business. Поэтому, если в вашей команде вы знаете, и вы можете определить эти 10 людей, с которыми вам приятно, которым вы доверяете, и 10 людей, у которых влияние сильное, то это уже очень хороший залог. The final point today is a little bit of a theme that's gone throughout my presentation. И третьим пунктом является тема, которая тонкой нитью проходила по всей моей презентации. And that is that the clearer and the simpler our systems are to building our business, the easier it's going to be to build a bigger business. И заключается она в том, что чем проще, чем упорядоченнее и системнее ваш бизнес, тем проще вам будет его вырастить до новых масштабов. Systems are duplicatable. Системы можно дуплицировать. The tools that APL Go provides you, such as amazing videos and events, well, they're interchangeable. They'll keep progressing. И те инструменты, которые вам предлагает APL, видео, обучающие программы, они будут расти и развиваться. The reason that systems are so important is because if we can remember a system on one hand, 5 points or less, Но почему же так важна система? Если система простая, и она помещается на нашу ладошку, то есть она укладывается в 5 пунктов, как 5 пальцев, we'll often find it's not just level 1, 2, and 3 that duplicate, it's often 10, 11, and 12. то мы видим, что иногда дуплицируется не только все на первых 4 уровнях, но и дальше. I don't know what you call it in Russian, but in Australia we have this game called broken telephone. Я не знаю, как называется на русском, у нас также называется, это игра в испорченный телефон. And you have a circle of people and you whisper something and they pass on the message. Это когда вы говорите что-то одному человеку, а он потом шепотом говорит это рядом сидящему. And by the time it gets back to you, the message has completely changed. И когда до вас уже доходит информация от последнего человека, то она полностью отличается от изначальной. Well, that's often because it's too complicated. И зачастую это из-за того, что все очень сложно. So what's your getting started system? И посыл очень сложный. Итак, с чего мы начинаем? What's your daily action system? То, с чего мы начинаем, то, какой у нас ежедневный ритуал, какие ежедневные действия мы делаем. And what's your customer retention system?
И какая у вас система удержания клиентов? I'm simply here to plant a thought today. Это основы. И я сегодня говорю вам только об этих основных принципах. But what's most important is whatever we do will get passed on and will duplicate. Но самое главное, что бы вы ни делали, мы это будем дуплицировать и будем это передавать дальше. In fact, most importantly, let's talk about a really simple concept in terms of taking what we've shared today and putting it into the real world. Итак, давайте тот концепт, который мы сегодня проговорили, применим на реальной жизни. Imagine this weekend you just focus and commit on bringing one new person into your APL Go business this week. Представьте, что за эти выходные вы на себя возьмете одно обязательство – привести одного человека в неделю. И сделаете это, начиная со следующей недели. Put your hand up if you're committed to finding one new person even in the next month. Поднимите руки те, кто берет на себя это обещание привлечь одного человека, пускай хотя бы за месяц. And let's pretend that you've all just started your business today. Представим, что вы начали бизнес ваш сегодня. So that means you would have you and that one person in the first month. Получается, за первый месяц будете вы и этот новый человек. And in the second month, if you teach everyone to do the same again and duplicate, you would have 4 people. А в следующем месяце, если вы обучите еще столько же человек, у вас получится 4. And I just want to remind you, imagine all of these people are also taking care of their morning routine. И плюс еще это, я напоминаю вам, если все люди будут соблюдать утренний ритуал, So now we have 4 people that are high performers. то у нас получится, что эти 4 человека очень замотивированы. By month 3 and 4, we've got 8 and 16 people. Как вы видите, у нас за третий месяц будет 8 человек, в четвертом месяце у нас будет 16. And you can see as we progress through the months how duplication kicks in. И вот в этой геометрической прогрессии вы видите, как работает дупликация. By month 10, we'd have over 1,000 people in our business. За 10 месяцев в бизнесе придет уже 1000 человек. Month 11, 2,000. За 11 месяц 2000. But by month 12, we're at 4,096 people. А за год 4096. And all we did was we taught the power of one. А все, что мы сделали, это обучили одного человека. Simple systems, Обучили следующим принципам. Простые системы. hanging out with high quality, high vibe people, Общение с людьми, с высокими качествами. and energizing our day from the moment we get out of bed. И утренний ритуал. It's very powerful to see what we can accomplish when we keep it simple. Очень важно, чтобы все было просто, и вы тогда увидите, каких результатов вы сможете достигнуть. And let's say, because of the human element, only 10% of this worked. И, конечно, из-за человеческого фактора только 10%, положим, из этого работают. You would still have over 400 people in your APL Go business. И даже если 10%, все равно за год у вас будет 400 человек. Some of you may want to go faster and do this per week. Если вы хотите более быстрых результатов, вы сможете ускорить и делать это не в месяц, а за неделю. Some of you may want to go slower and do it over a couple of years. Кто-то из вас выберет для себя более медленный темп. Это будет несколько лет. But either way, you get to choose. Но в любом случае выбираете вы. Because if we really master our mindset and master our energy, and we put the application in place, the choice and the results are yours. Потому что если мы направим наши мысли в правильное русло, направим нашу энергию, нашу силу, то будущее за нами. I want to finish today by sharing a quote that's really resonated for many years for me. And this is by a famous coach from the US. Я бы хотел закончить свое выступление сегодня цитатой, которая на меня оказала очень большое влияние. Ее сказал тренер из Штатов. The will to win is not nearly as important as the will to prepare to win. И желание идти к победе не так важно, как желание именно быть готовым победить. You have the systems, you have the tools, you have the resources. У вас есть система, у вас есть инструмент, у вас есть ресурсы. And you have the mindset of amazing people around you with the vision
of Olga and Sergey. И у вас есть видение Сергея, Ольги, видение всех людей здесь. You have everything you need and so much more. У вас есть все ключи к успеху и даже больше. This is one moment in time you can't afford to miss. Вы не можете упустить этот момент. Because there's the day you were born Потому что есть день, когда вы родились, and the day you decided to live. и день, когда вы решили жить. Today is that day. И сегодня как раз тот день. Thank you very much. Большое спасибо.